Здравствуйте, дорогие друзья! У нас получился непривычно большой перерыв. Мы с Марусей стараемся держать 2 недели, каждые 2 недели радовать вас. Мы надеемся, что все-таки радовать каким-то кино про Москву или встречей, или разговором с интересным человеком. Здесь мы, конечно, были немножко обескуражены, потому что главная наша платформа – это был YouTube. Вот, мы туда выкладывали, у нее, конечно, совершенно грандиозные механизмы, и мы видим, что очень много наших фильмов досматривают до конца и рекомендуют их, видимо, друзьям. Но я уж не знаю, какие там друзья у YouTube, но, по крайней мере, у нас был органический прирост подписчиков, небольшой, но мы не гнались за цифрами, потому что мы считали, что наша драгоценная аудитория, в общем, она нас сама найдет. После того, как случилась блокировка, мы видим, это легко посмотреть, просмотры упали в 3 раза, и наши прогулки, да, например, тот же совершенно, неудобно сказать, замечательный, про собственную прогулку, но неплохая прогулка по Скатертному, ее посмотрели 15 тысяч человек, а обычное количество просмотров вот таких незамысловатых прогулок – это 45-50 тысяч. Ну и дальше прогулка с Дмитрием Французовым, которая без всякого сомнения заслуживает того, чтобы ее посмотрело примерно 100 тысяч человек. В общем, ее посмотрело около 8. Мы в некоторой растерянности занялись тем, что переписывали весь наш, как это сказать, все, что мы наснимали за эти годы, перекидывали на ВК-видео. Вот, и попробуем узнать, как выглядит и чем живет эта совершенно неизвестная нам платформа. Вот, мы попробуем переместить и на Рутюб. Но поскольку вы нас смотрите, то нам было бы очень интересно, неважно на какой платформе, это будет и в ВК-видео, и мы разместим там, где размещали дальше. Просто напишите нам какие-то ваши советы и соображения. Потому что, как-то нам хотелось, чтобы наша публика, наша аудитория осталась с нами, поскольку мы совершенно не подкованы в этих хитросплетениях бега с препятствиями, которые, к сожалению, в общем, мы сейчас с вами переживаем, связанные с социальными сетями. Здесь, конечно, очень обидно, что и нежелательный контент, и, в общем, такой, как наш, все оказались подрубленными под одну гребенку. Но в любом случае мы пока намерены продолжать, находим в себе силы. Напишите нам, наверное, какие-то подбадривающие слова, потому что, конечно, некий кризис жанра в связи с этими изменениями мы сейчас с Марусей испытываем. Но сегодня будет совершенно особенная прогулка, рассчитанная на тонкий слой. Вот. Но тонкий слой, он достаточно широк среди подписчиков нашей аудитории. Мы очень надеемся, что это чрезвычайно важный разговор с Лидией Алексеевной Шитовой вас заинтересует. Может быть, вам не так интересно, каким образом развивался сюжет нашего разговора, но без всякого сомнения вам должен быть интересен этот удивительный человек. Лидия Алексеевна всю жизнь занимается реставрацией, она закончила и преподавала, вся ее жизнь была связана с архитектурой. Очень хотелось бы с ней записать какой-то личный разговор, но, может быть, это однажды случится, чтобы она просто перечислила те удивительные московские памятники, которые были ею обследованы, обмерены, или к которым она приложила руку и свой талант и вернула их к жизни. Сегодня вместе с этим удивительным, действительно уникальным, редчайшим человеком, на которого нужно равняться, мы зайдем с вами в Иоанно-Предтеченский монастырь. Он доминанта, по крайней мере, единственный главный монастырь Ивановской горки. Ивановская горка, собственно, называется, потому что на ней находится этот монастырь. История его сложна и запутанная, и даже сегодня не про это.
а про то, как пережил конец 20-го, конец 19-го, да, ну и потом весь 20 век шедевр архитектора Быковского. Лидия Алексеевна, естественно, с командой единомышленников, и сейчас работы продолжаются, занималась реставрацией Иоанна Притеченского монастыря, а там было что реставрировать, потому что в советское время там находилась тюрьма, потом там находилась МВД, которая тоже надстроила и изменила внешний облик этого монастыря. И мы сегодня с Лидией Алексеевной, зайдя через центральный атриум, который совсем недавно еще был спортивным залом МВД, мы с вами попробуем увидеть, как этот монастырь стал сосредоточением лучших реставрационных сил города Москвы. И мы надеемся, что пример Иоанна Притеченского, а Лидия Алексеевна много там рассказывает, те, кто хотят услышать, это услышат, станет примером для современной Московской школы реставрации. Мы очень надеемся, что именно реставраторы посмотрят этот разговор, но верим, что и обычным зрителям он будет не безинтересен. И совершенно счастлива, что вы сегодня познакомитесь с этим чудесным человеком и проведете вместе с нами в нашей компании. Маруся тоже вот за кадром стоит, уже не улыбается, потому что, конечно, монтаж этого видео потребовал от нее очень много времени, 2 недели она не вставала со стула. Оцените этот титанический труд, там много приходилось резать, менять местами, разговор был такой спонтанный, мы бегали по монастырю, Маруся бегала за нами, она вставила фотографии, но это, не побоюсь этого слова, такой документ эпохи, потому что огромная часть работы проделана, из первых уст вы имеете счастье сегодня про это узнать. Сделать так, поскольку у нас все работы начались в основном с собора, а потом подключились игуменский корпус, больничный корпус. После 2013 года, вот, то, соответственно, мы вначале туда пройдем. Да, как вы скажете? Да. Здесь работали замечательные архитекторы, часть московских, а часть из Крыма. Вот. И они, я даже на 3 года отсюда уходила. У меня росла маленькая внучка, мне надо было ее нянчить. Но взмолилась матушка Анубия, которая до этого вела работы. И поэтому, когда разобрали спортзал, а здесь конструкции были такие, что мало не покажется. Но можете себе представить, конечно, какие должны быть фермы для того, чтобы перекрыть это. И, значит, эти фермы опирались на врезанные и встроенные мощные конструкции, которые вот прямо и западная, и восточная галерея были. И когда все это начали разбирать, то осталось, собственно, куски, которые примыкали частично сюда и частично к святым вратам. Эти работы велись, ну как вам сказать, небольшими порциями, но люди были такие удивительные, с которыми пришлось работать, что о чем говорить. Вот видите, и при этом вот это, вот та часть, которая стена святых врат. Видите, здесь сохранились практически все профили. Где-то сохранились наружные профили.
части стен просто были разобраны, потому что эти мощные конструкции были. И когда удалось собрать вот это вот, все эти мелочи, Невероятная история какая-то. разбили мы так, чтобы столярные блоки все получились одинаково. И когда это стало все возводиться, то было очень странное чувство, что вот из ничего заново возродился. А вот с этими тройными у нас сохранилась одна полуразрушенная и вторая полуразрушенная вот эта вот арочка. У них очень интересно кладка сделана, это мы не придумали. Флоренция. Про то и речь, поэтому всем, глядя на купол этот, всем кажется, что это, можно сказать, реплика, если не повторение Санта-Мария-дель-Фьоре, да? А это Вот. повторение? Вот вы должны понять, что наши ассоциации, они ведь очень такие подвижные. И купол, конечно, вызывает эти ассоциации. Это во-первых. А во-вторых, там потрясающее, Брунеллески сделал совершенно потрясающую конструкцию. Там же ведь стенка, которая была, барабан сам, возведена, она была достаточно тонкая. И для того, чтобы облегчить этот купол, он сделал его в 2 слоя. Внутренний купол и наружный купол, а между ними пространство, где были помещены лестницы. Ух ты, я вот этого не помню. И поэтому, конечно, сравнивать их нельзя. А как хотелось бы. А как хотелось бы. Потому что на самом деле Быковский, ведь он ученик Жилярди. Доминика Жилярди. И как раз перед тем, как он проектировал вот этот монастырь, он навещал своего учителя, который уехал в Бергамо под Миланом. И там капеллу Каллиони он рассматривал. Насмотрелся, кроме Санта-Мария-дель-Фьоре, еще капеллу Каллиони. Ну и даже при скептическом отношении к позиции архитектурной Быковского все признают, что вот этот комплекс, это, едва ли, кроме Марфина, может быть, едва ли не лучшая постройка Быковского. Хотя он по Москве много строил и работал в основном в очень тесном контакте с митрополитом Филаретом. Вот. И поэтому 2 просвещенных. Да, кроме того, что просвещенных, они еще очень остро понимали, что в Москве изменился статус города, что он расширяется, что тут повышается застройка, и Москва стала в еще большей степени нуждаться в вертикалях, которые держат градостроительно массу застройки. Ну и, во всяком случае, этот купол, он необыкновенно собрал всю застройку Ивановской горки. Это градостроительно так красиво и грамотно сделано. И талантливо. Очень талантливо. Быковский был архитектор талантливый. Вот. И поэтому о чем речь? Лидия Алексеевна, Мандельштам. Ну, Он пишет про Успенский собор, про Флоренцию в Москве, но ведь имеет в виду же... Может быть. Я, так сказать, подоплеки этого стихотворения не знаю. Я знаю только, что мне очень повезло. Я работала на церкви Иоанна Богослова на Бронной, где рядом Таировский театр, и рядом там, где институт Герцена, там какое-то время тоже жил и Мандельштам, и, по-моему, Платонов. И вот здесь. Так что меня Мандельштам, можно сказать, сопровождает.
иконостасы и всю эту красоту проектировал Дмитрий Павлович Журавлев, с которым мы обнимались в галерее. Потому что он по природе своей в меньшей степени даже архитектор, который занимается объемным строительством, но он невероятно грамотный и очень профессиональный художник, который, собственно, все, что тут было, вернул во всей своей... Вот, смотрите, Быковского это было все ниже. В процессе строительства, градостроительно, меня это просто абсолютно повергло в восторг, можно сказать. Он поднял купол, а это нанесено по обмерам. Он поднял купол на 5,6 метра, то есть больше, чем на 13%. Фантастика. Вот эта высота увеличилась именно из-за того, что ему нужно было градостроительно это закрепить, и чтобы он не проваливался. На него ведь мы смотрим издали, и такие вещи проваливаются зрительно. Было бы совсем другое впечатление. Абсолютно. Понимаете, я вообще-то занималась в основном более ранней архитектурой. 17-го, до середины 18 века. А когда этим занимаешься, то привыкаешь довольно скрупулезно исследовать. И вдруг оказалось, что вот конкретно на этом объекте это было совсем Не лишнее. не лишнее. И мы нашли здесь такое количество совершенно замечательных деталей, которые позволили сделать эту реставрацию на достаточно хорошем уровне. Вот этот вот портал, он был весь поврежден солями, потому что там текла крыша, и все это мокло, и все по порталу стекало. Вот такой вот слой просто белых солей был. Но хороший мраморщик это все восстановил. А вот эти вот надписи, они были стерты, все уничтожены просто. И для того, чтобы можно было прочитать, художники подсвечивали стену с разных сторон для того, чтобы найти следы. И когда были найдены следы основных слов, дальше уже было... Даже силуэты, наверное, да, какие-то. Да даже не то, что силуэта, а какая-то, немножко различающийся цвет штукатурки, например, да. И удалось вот эти надписи тоже восстановить. А надписи, которые были здесь, надписи на этих подпружных арках, они сохранялись, но они были очень повреждены. Вот видите, там есть какие-то более темные части, а есть светленькие. Так вот, те, которые более темные, это подлинные, их даже не трогали. Здесь работали замечательные художники, и в том числе позолотчица, которая вот все следы первоначальные она оставляла нетронутыми. Это какой год, Александра? Это 2000-е. 2000-е. Да. Ведь даже уже тогда каким-то храмам и монастырям, можно я скажу, ужасно везет на людей. Я когда, во-первых, все, что можно, да, все, что выдается в сеть ваши, я скрупулезно стараюсь запомнить. И вы несколько раз в разных обстоятельствах говорили, что архитектор-реставратор – тот человек, который прежде всего налаживает отношения с заказчиком. Здесь с самого начала та редкая история, когда монастырь, насколько я понимаю, хотел не то чтобы воссоздать, иногда бывает, давайте сделаем только быстрее, начнем служить и уже как-то. А здесь с самого начала понимали драгоценность. Вот именно, потому что работами всеми реставрационными руководила замечательная женщина
Анувия, она потом вначале была послушницей, потом ее монахини постригли, матушка Анувия. Так вот, она профессиональный историк, археолог. У нее защищена кандидатская диссертация, и она очень остро ощущала, что все, что делается, должно делаться на хорошем профессиональном уровне. И на века. И уж если делается, то пускай медленно, но на века. Поэтому вот в этот собор, а здесь вот так он выглядел. Ох. Здесь был Московский областной архив. И поэтому было перекрытие мощное, вот такие вот балки, мощное перекрытие было промежуточное, и вот эти стеллажи. И для того, чтобы как-то денежки, в общем, сохранить, мы вот это ничего не разбирали, перекрытие не разбирали, и прямо вот здесь, на этом перекрытии, усилив настилы, начали с самого верха. А в это время вот здесь вот, где Никольский предел, вот еще лестница, там была прорубленная часть барьера вот этого. И здесь была вот эта высокая деревянная лестница, и здесь, на этом настиле, видите, были первые молебны. И, значит, пока делали так приблизительно, чтобы привести в порядок Казанский предел, молебны шли здесь. Потом под этими перекрытиями устроили ход туда, к Казанскому пределу, значит, и разобрали это все. Потом, соответственно, делали главный и Никольский пределы. И поскольку здесь живопись была очень во многих местах просто жесткими щетками снята, ну, просто, то сами монахини, и они могли нанять, ну, совершенно одного-двух человек, работниц, которые размывали все побелки, все набелы, и так осторожно, что все следы живописи, они вскрывались. И поэтому здесь практически, ну, только самые маленькие какие-то участки были как бы домыслены, и причем не так вообще, а по фотографиям. Вот руководил этим всем Дмитрий Павлович как раз восстановлением этого всего. И у нас здесь были постоянные комиссии, и нам помогали. Вы знаете что, вот сейчас это просто даже не верится, что так было возможно. Открыли работы на соборе буквально по одному чертежу. Галина Ивановна Науменко, которая была у нас инспектором, по одному чертежу, который был, собственно, увеличенный чертеж Быковского на восьмерик, открыла работы с одним условием, что здесь постоянно будет авторский надзор. Она сама регулярно приходила. Ну, авторский надзор был обеспечен, сами понимаете, потому что все приходилось делать по месту. И Ольга Андреевна, как раз, которая вела все работы обмерные, она в процессе работы все мерила, чтобы сделать вот этот гениальный чертеж, да? И когда начали работы по собору, то инспектор, которая курировала живопись в памятниках архитектуры, Софья Моисеевна Соркина, приходила сюда иногда по 2 раза на неделю для того, чтобы согласовать все эскизы. Здесь работали 2
даже 3 группы художников-реставраторов, чтобы согласовывать все эскизы, рассматривать все выкраски и утверждать все. Значит, на куполе там, судя по всему, были вот на отдельных лепестках были такие же ангелы, но поскольку там ничего не осталось, это было все содрано. И даже для того, чтобы определить цвет, вот та маленькая община, которая здесь образовалась, там было несколько реставраторов профессиональных. И поэтому вот Людмила Николаевна, которая Уварова, но она теперь матушка Кириакия, так вот ей купили микроскоп. Она поднималась туда, снимала часть штукатурки с кусочками оставшейся покраски, и таким только образом было выяснено вот эта вся роскошная покраска. Дмитрий Павлович Журавлев просто делал там выкраски для того, чтобы вот по этим остаточкам понять, как все можно покрасить. Делал выкраски, значит, рассматривали, в натуре все проверяли и потом, соответственно, делали. А в это время там вот ниже окон был сплошной настил лесов, на которых работали, а другая бригада, значит, Алиференко, они реставрировали эти холсты. И пока они их реставрировали, они поняли, у Алиференко есть замечательная публикация по реставрации этих холстов. Они поняли, что эти холсты, которые были выполнены в Петербурге, привезены сюда, что когда их разместили, то на них провели коррекцию цвета, чтобы сочетание было, соответствие. И тогда сам купол синий, в принципе, раньше он был, скорее всего, как бы с усилением тона, где-то посветлее, где-то потемнее. Но поскольку этого ничего не было, сочинять мы ничего не могли. И для меня, можно сказать, один из самых потрясающих моментов, которые вообще я в реставрации как-то ощущала, когда сняли леса, мы же не видели, что там наверху, и Алиференко восстанавливал эти холсты, потому что он имел. Когда сняли эти леса, я ахнула. Соответствие цветовое. Я почему-то думала, что холсты снимали. Нет, все делалось на месте. Равно как, между прочим, вот Ольга Андреевна Данилина, значит, сделала вот что. Вот все решетки, которые для реставрации обычно снимают, то есть выламывают, везут в мастерскую, потом везут сюда, мы категорически встали насмерть против этого. Поэтому все абсолютно оконные проемы, она сделала большую таблицу и по каждому окну просчитала сохранившиеся и исчезнувшие детали. Вертикальные и горизонтальные прутья, они соединялись в полдерева, что называется, в полтолщины, а для того, чтобы укрепить этот ослабленный узел, дальше заливались свинцовые декоративные детали. Просто на месте, да? Вот так, когда собрана решетка, это делали. Конечно, сейчас, когда мы посчитали, какое количество свинца надо заказывать, ясное дело, что это невозможно было. И тогда она работала с производственниками, и было принято такое решение – делать эти накладные детали
из двух частей и собирать их на винтах из легкого металла, и таким образом были восстановлены все эти вещи, прямо не снимая, прямо на месте. Здесь получается какая-то немыслимая совершенно череда чудес, при этом совершенно рукотворных. Ну, Ну вот как, в чем? ну, понимаете, чудеса, они скрываются в каждом памятнике архитектуры, непременно. Ну не всем везет памятникам. Но не всем везет памятникам, и не всем везет с теми, кто его реставрирует. А у нас здесь были замечательные архитекторы-реставраторы, и мы добивались, чтобы производственники тоже все делали как надо. Ну, потом я вам покажу снаружи галереи, которые там белокаменные, верхнего яруса. То есть, опять же, были сделаны вот на каждую колонну галереи сделан эскиз и обозначены каждый блок, который нужно заменить или нужно дамасками восстановить его поверхность. И даже когда производственники хотели сделать побыстрее, подешевле, матушка Анувия, у нее твердый характер, она заставляла переделывать. Поэтому я говорю, что вот мне уже абсолютно непосильно вести работы. Но когда вдруг мне задают вопрос, вот так вот ловит, я проходила, ловит и говорит, а вот смотрите, вот здесь надо решить то-то, то-то. Ну как я могу им отказать? Конечно. Ну как я могу им отказать? Мы столько лет вместе тут крутимся. Ох. Вот это он по следам, которые находились на боковых поверхностях этих разобранных иконостасов, он расчерчивал и проверял все соотношения, все пропорции, все детали. Тоже фотографии. Прям кувуклю с этой стороны, да? Да, но кроме следа на полу, Больше других восстанавливать воображаемое нам совсем не хотелось. Вот план полов. Этот план полов вычертила Ольга Андреевна. Я так понимаю, здесь был деревянный настил. Вот да? был деревянный настил на уровне верхней ступени. И под этим деревянным настилом нашлись совершенно целенькие, ну, с небольшими утратами полы. Мало того, там еще нашлись вот какие вещи. Кроме того, что след примыкания вот этого подвышения нашелся, там нашлись разбитые куски, которые мы с сыном обмерили, и когда он совместил, то оказалось, что просто почти целиком собралась вот эта вот наружная стенка. Там даже видно, мы все поставили на место, там даже видны следы, как разбитые плиты, как они были сделаны. Причем вначале по документам получается, что должны были привезти мрамор из Италии, но Ольга Андреевна совершенно точно выяснила, привезла сюда этого специалиста по мрамору, значит, и он сказал, ничего подобного, это мрамор уфалейского месторождения. И поэтому все недостающие ступени, площадки, все это было сделано из того мрамора, из которого изначально все это было сделано. На каждом таком месте, вот смотрите, вот там валик и внизу полочка, да? Это подлинные. А те, которые новые, делали без полочки, чтобы можно было их различать.
Был какой-то удивительный человек, который реставрировал мрамор. Я тоже у вас где-то находила, как он все это колол и подбирал, да. Да. Вот видите, вот эти трещины были, которые были таким вот образом все выполнены. И мало того, он именно делал, как бы реставрировал весь вот этот искусственный мрамор и отливал те части, которые были утрачены. Причем через Никольский предел, вот через этот, там окно было разрублено в дверь. И поэтому нужно было вот все это восстанавливать. И Николай Николаевич Попов, он, к сожалению, недавно умер, но он здесь много лет ковырялся со всем этим и поочистил все колонны. И потом здесь был замечательный совершенно маляр-альфрейщик, который... Маляр-альфрейщик. Это замечательный какой. Да, потому что альфрейные работы, они особенно точные. Так вот, он, расчищая вот эти вот капители, а они были все много раз замазаны, он обнаружил там, внутри, на колоколе самой капители, обнаружил первоначальную покраску, которая, соответственно, делает эти капители с той подсветкой родными для этих колонн. Поэтому ты сюда заходишь, у тебя какое-то удивительное ощущение подлинности, которое совершенно... Так понимаете, именно вот это нас больше всего и утешает, что мы смогли эту подлинность вернуть, ну, в очень большой степени. Потому что вот эти вот все киоты, и даже тот более поздний, эти все киоты, они сохранялись. Образ Иоанна Крестителя, который хранился в другом храме, существует акт передачи даже, был возвращен, и вначале он был в часовне, а потом с него сделали точную копию поместили в часовне вместе с обручем, а сюда после реставрации подлинную эту икону вернули. А вот самое еще занимательное, то, что под полом была найдена вот эти большие плиты и одна еще такая же разбитая. Лежали под полом. Под полом лежали. Вот видите, здесь подклеенные кусочки. Видите, вот тут и тут. Это подлинная плита, которую нашли, и были вырезаны только, по образцу, только боковые панели, а так она подлинная, под полом нашлась. Еще нашлись под полом детали искусственного мрамора и детали натурального мрамора, из которого были сделаны иконостасы. И мы их всех собрали, и, собственно, вот профили эти все подлинные тоже. Удивительно. А вот подлинный чертеж Быковского, который нам удалось извлечь из архива в Петербурге, да? В Петербурге. Но самое интересное состоит в том, что нас с Машенькой Уваровой, дочерью, значит, одной из послушниц тогда еще, отправили, вот на совершенные копейки отправили в Петербург в архив. И вот нам чудом удалось проскочить то время, пока этот архив не был закрыт на много-много лет. Вот видите, вот это вот как раз, вот видите, вот эта часть, когда размыли художники, то оказался вот этот рисунок весь подлинный. При освещении видно, какие были
только подкрашены, а какие сделаны заново. И вот вся эта галерея совершенно... Ой, спаси Господи. Вся эта галерея, и вот это вот тоже все нашлось в размывках. Да, все нашлось в размывках. А окна, вот их только недавно открыли, а так они были заложены, потому что та часть относилась к учреждению, которое здесь было. Вот. Но это следующий этап. Вот. И поэтому, когда нам передали эту галерею западную, то, соответственно, удалось все открыть и все. Это довоенная фотография, наверное, да? Это купол уже, то есть уже спортивный зал или нет? Это еще было уже перекрыто, но спортивный зал немножко попозже были. И когда был сделан этот спортивный зал, нам удалось потом только определить, и сейчас я вам про это расскажу. А здесь тоже нашлись полы, ну, простые полы, которые тоже восстановили. И эту лестницу, единственное, что здесь не смогли восстановить, это резные панели, которые не ступени были. Но Ольга Андреевна, которая проектировала это все, разыскала, значит, там находились такие балясинки, и для удешевления просто купили готовые, которые очень близки были. Они все ведь стандартные. Конечно. Поэтому давайте. А с этим фризом получилось тоже потоки воды, которые высыло, и все было смыто. Но художники, которые работали в соборе, они где-то разглядели и успели до полного обвала штукатурки, успели этот фризик зарисовать. И поэтому это тоже очень подлинная штука. Здесь у нас еще замечательная столярная мастерская, где работники изо всех сил все делали именно так, как нужно. Я вам сейчас здесь покажу, здесь посветлее. Такая розеточка была подлинная найдена. И вот эти вот все детали росписей, они были тоже, в общем, какие-то смыты, какие-то повреждены, но они тоже подлинные. Были утрачены вот эти два холста, но их, опять же, по остаткам каким-то и по фотографиям восстановили. Эта арка большая, она тоже, соответственно, была здорово повреждена, но по фотографиям и по кусочкам тоже была восстановлена. А вот та надпись, это над алтарем, ее исключительно по какой-то старой фотографии определили текст, и по аналогу с сохранившимися тоже восстановили. Ощущение, что это подлинное даже. Ну вот, здесь, и даже вот о чем и речь. Нет даже какой отсюда вид удивительный, да? А теперь смотрите, что я вам покажу. Видите, вот эти посветлее, а вот это потемнее. Да. И знаете, почему потемнее? Потому что она была закрыта металлическим квадрифолием, который несколько позже был поставлен. В конце XIX, начале XX века проводился ремонт, и решили несколько обветшавшую живопись, значит, дополнить вот этими деталями. Их здесь было заказано довольно много, и они были почти во всех квадрифолиях.
А вот этот вот, это еще интереснее. Значит, когда сняли для... Ну, поскольку они были приделаны, все эти металлические... Вот видите, они же приделываются на гвоздики, да, на какие-то. Да, а гвоздики, они в такие деревянные проволочки забивались. И когда сняли вот тот подрефолий, то вдруг оказалось, что под ним сохранилась самая первая роспись, первоначальная. А первоначальная, и это особенно хорошо было видно на расчищенных участках росписи в алтаре, первоначальная роспись, она была более темная. И здесь позже уже было записано вот таким голубовато-синим, а первоначально она была ультрамариновая. И поэтому этот ангел, он в первоначальном своем виде. И когда его отреставрировали, то тут разгорелись страсти. Значит, он очень выбивается из всей колористики. И что с этим делать? Кто-то предлагал снова его закрыть, но победило другое. Для того, чтобы рассказывать про этот собор и про его оформление, очень полезно вот это соотношение прочувствовать. Ой, я не знала. Это просто мне сегодня драгоценный подарок. Ну вот, я очень рада. Лидия Алексеевна, а вот если сейчас такой объект попадает к реставраторам, есть надежда? Вы знаете что? Надежда бывает всегда, но при этом все будет зависеть от того, кто ведет эту реставрацию и кто может выдать денежки на такое скрупулезное исследование и на такое скрупулезное восстановление. Это все не дешевые игрушки. Но если нет денег, единственный путь – это все-таки попытаться зафиксировать в том виде, в котором… Вот, консервация. Это честный путь, который можно и нужно использовать. Честный путь. Потому что отсебятину какую-то совершать или делать все как попало, это категорически с памятником нельзя. Нашли еще несколько лампадодержателей подлинных, которые над иконами, такие консоли. И вот эта вот цепь, она подлинная. Она подлинная, потому что она оставалась на месте, просто паникадило оборвали, а цепь оставалась на месте. Значит, ее снимали, ее отвозили в мастерскую, все поврежденные детали заменили, а потом, когда эта цепь была готова, то на нее подвесили груз очень большой. И он висел 3 суток под наблюдением инженера Горбунова, значит, чтобы было ясно, что вот это паникадило выдержит. Такая дверь первоначальная, а это дубовая с накладными резными деталями. Вот ее отреставрировали здесь, прямо в этой мастерской. Михаил Юрьевич со своими помощниками. Да, каждый, да. Это драгоценность, что она сохранилась. И я долго мучительно вспоминала, где же я такие балясины видела. Разобранная церковь Успения на Покровке. Да вы что? Недалеко нести было. В том-то все и дело. Когда ее разобрали, то этот белый камень и все его детали, их растащили для нужд. И вот эти вот балясины, они ограждали… Под спортзалом здесь вот это, да? Да, да. И таким образом удалось точно определить, когда этот спортзал был сделан. Это, по крайней мере, 1935-36 год или чуть-чуть попозже, когда ее разбирали,
эту дивную совершенно церковь. Наверное, одна из главных утрат центра Москвы, да? Ой, вы Нет? ошибаетесь. Такое количество утрат. Такое количество утрат. И какое количество утрат еще было сделано в 60-е уже годы. Ну, если в 30-е, понятно, то в 60-е... А гонение Хрущева, Да. оно было не менее разорительным для всех и для Москвы в А том что в числе. 60-е Москва теряет? Вот из такого самого... Ой, во-первых, очень многие колокольни просто сносятся, и храмы тоже сносятся. По-моему, у Михайлова есть даже целая книга. Кстати, если 30-е годы как-то все понятно, и очень много про это говорят, то про хрущевские сносы... Потому что в среде московской интеллигенции остался какой-то пиетет перед именем Хрущева за то, что он разоблачил Культ личности. культ личности. И про это не любят говорить. Неловко. А надежда, вы знаете, что в принципе должна быть, потому что не все же скорбятся на том, чтобы только зарабатывать денежки. Все-таки удивительным образом Иоанн Предтеченский собирает таких людей. Других он как-то отторгает. Отторгает. Я поэтому чувствую себя незаслуженно одаренной. Ты говоришь одно, ты упираешься, а все получается совсем не так. А иногда бывает еще противнее. Вот ты только ушел с объекта, и все, растесывают заново проемы, которые ты с такой любовью восстанавливал. Что можно с этим делать? Бескультурье – это вещь страшная, гораздо страшнее, чем кажется на самом деле. Наверное, вообще самое страшное. Конечно, именно от Для основ государства. Именно от бескультурья все наши беды именно от этого. Лидия Алексеевна, здесь с самого начала было понятно, что получится. Когда приходишь на объект. Знаете ли, когда приходишь на объект и видишь его в таком виде, нет никакой уверенности, что все удастся сделать так, как потом может получиться, а может и не получиться. Я всегда, у меня начинаются несколько экскурсий от Энгельса на площади Пречистинских ворот. Так. Да? И там у него за спиной 2 пары палат. Да. Красные и белые. Да. Вот. Почему там такая загвоздка? Почему они столько лет, спасенные, да, в том числе и вами, стоят, там, понятно, покидает книжная палата, уж сколько прошло времени, да? Белые палаты, они все-таки их как-то держат более-менее в нормальном состоянии, да. Потому что там одна из структур Департамента культурного наследия. А в красные палаты, как въехал пользователь, так и мы и ни до чего. Почему он не лишен права пользования? Да? Ой, Машенька, если бы можно было все памятники передавать хорошим пользователям, Хорошим людям, правильно, хорошим людям совестливым, то не было бы такого у нас
такого бы безобразия, когда памятники не передаются, а просто, что называется, продаются для того, чтобы найти кого-то, кто это все может поднять. Так вот, очень часто даже этот памятник как бы выкупает человек, а потом превращает его, Бог знает во что. Реставрации памятников архитектуры – это дурацкое дело, которое, очень часто, кроме вот таких вот чудес. Я поэтому и задала вам вопрос про, да, вот такой. Мы не могли на эту тему с вами не поговорить, потому что вы среди, так сказать, и общественных градозащитников, и людей. Да нет, я в общественных организациях не участвую. Нет, не вы. Я понимаю, что вы не участвуете. Я имею в виду, что те, кто пытается заниматься и профессионально, и на уровне любительском, да, вы человек совершенно особенный, поэтому я и задала этот вопрос. Но здесь еще, конечно, огромные предстоят работы, потому что замысел Быковского, да, это не только храм, который выше всяких похвал, это не только возвращенный, да, вот этот вот центральный атриум, наверное, все-таки, да, это же еще и цепь галерей, конечно, которые... Конечно. Вот здесь у нас подклет, в котором МВД устроило тир. Там был тир. И поэтому, соответственно, вначале нам именно этот кусочек передали, и пришлось убирать чугунную стенку вот такой толщины, которая стояла и в которую стреляли. И, кроме того, там разбирались бетонные полы, и под бетонными полами нашлись остатки закладной. Там было даже не камень закладной, а такой престол закладной. У меня было полное ощущение, когда я первый раз увидела, что это какая-то Голгофа. В каком-то фильме я как раз увидела, вот, что такие закладные престолы в середине 19-го, вплоть до начала 20 века делали. Мраморная табличка, а большая медная закладная доска, она была утрачена. А это, Елизаветинский храм его. Да. Уже престол. Так, давайте мы зайдем. Это подлинный пол, который остался. А это пол, который в столярной мастерской благословил сделать отец Сергей Романов. И когда он был сделан, то есть подобрать такую сосну, чтобы не было там этих глазков, сучков, оказалось, что он дороже паркета любого. И отец Сергий говорил: ну, если бы я знал, сколько это стоит, я бы никогда не разрешил. А вот эти подлинные столярные блоки, они нашлись, это было все зашито. И здесь было промежуточное перекрытие, которое и клетушки, и все выкрашено зеленой масляной краской, само собой разумеется. Вот там был сортир. Значит, потому что здесь было жилье, и чего-то только не было. Строительная контора, потом жилье, потом еще что-то. И когда начали размывать потолок, то там нашлись, вот сейчас это еще предварительное, как бы, реставрационный ремонт, а вообще вот эти вот кресты должны быть синие, а вот в этих маленьких членениях должны быть золотые звездочки. Ох, как красиво. Да, ну это еще предстоит. А еще чрезвычайно интересно тут вот что. Поскольку вот эта штука была вся зашита,
капители, базы частично сохранялись, а капителей не было. Но другая матушка, тоже из реставраторов, теперь она мать София, она из-под пола, который разбирался, она извлекала все кусочки гипсовых деталей. Вот все Так не кусочки. бывает просто. Ну как не бывает? Бывает, у нас здесь именно так и происходит. Когда мы их разложили все, то оказалось, что там часть от круглых капителей, а часть от квадратных, то есть вот от этих пилястр. Нам устроили просто стол, и мы, разложив, я все это дело рисовала, собирая в капитель по диаметру колонны, а Маша потом просто делала чистовой из этих эскизов, чистовой, обводила, делала чистовой чертеж. А потом, даже меня не спрашивая, не сделав светокопии с этого чертежа, прямо эту кальку отдали лепщикам. И когда они привезли вот уже сделанное, без проверки, без ничего, как получилось, я не знаю. И все это поставили на место, все приросло. Идеально. И когда было это сделано и сделан пол, он был заслан, Бог знает чем, и первоначально был очень сильно весь такими вот гвоздями исколот, поэтому пришлось заново делать. И я тут стояла что-то такое, по-моему, столяр, чего-то такое мерила, что-то такое исследовала, и нечаянно услышала, как вошедший отец Сергий, значит, вот там вот кому-то показывал отреставрированный, хотя бы приблизительно этот храм, сказал слова, он человек такой довольно суровый, сказал слова, от которых я, только что слезу не пролила. Вот действительно, говорят, рукописи не горят. Вот этого ничего не было, и все удалось восстановить, причем научно. В начале вот это вот исправительное учреждение, то ход был только через часовню. Только через часовню, потому что в начале собор оставили, и всем монахиням 200 с лишним человек. Вот этот один корпус. Была такая невероятная теснота, что о чем вообще можно было говорить? Вот о чем можно было говорить? А потом, когда выселили всех монахинь, то этот собор передали Московскому губернскому архиву. И поэтому, когда возвращали все, то вначале возвратили как раз вот этот вот дворик, да. А когда сделали проломные ворота, то, сами понимаете, чтобы отметки тротуаров совпали вот с этими отметками, которые были вокруг собора и больничного корпуса, то тут пришлось насыпать почти метром, местами даже чуть-чуть побольше. Лидия Алексеевна, здесь есть постройки значительно более древние, чем то, что гениально спроектировал Быковский. Так вот, самая древняя часть находится именно в тех келейных корпусах, которые вот только сейчас передали, наконец, потому что оттуда выехала школа МВД. Это мы с вами начали с того, что как вы оказались, вы специалист по палатам древним. Объясняю, как я оказалась. Поскольку я вела работы на церкви Владимира в Старых Садах, а здесь мастерская наша получила заказ на этот монастырь, на предварительные работы, то этим занималась, как и церкви Троицы в Хохлах, этим занималась бригада Инессы Ивановны Казакевич. Но поскольку денег здесь вообще не было, то они сделали какую-то часть работы. И поэтому отец Сергий Романов вместе со своим Владимирским братством обратился в инспекцию по охране памятников и, ничего мне не сказав,
попросил, чтобы проектировщик и на Троицу в Хохлах, и здесь был заменен. Значит, когда мне передали эту бумагу, я была в полном ужасе, потому что спорить с Инессой Ивановной Казакевич, ведущим архитектором мастерской, я уж точно не могла, да? Но когда Инесса Ивановна поговорила с отцом Сергием, и когда поняла, что здесь, ну, абсолютно, как и на Троице в Хохлах, ничего не светит, в смысле заработка, она же руководила бригадой, ей же бригаду надо было кормить. И поэтому она отказалась милостиво. Ну, а я здесь вела работы, как бы это сказать, просто по неоформленному договору, когда им нужно было, они меня приглашали, что-то я делала, что-то я решала, что-то я советовала. Ну, это говорить даже смешно. Но у них на самом деле не было, ну, ни копейки денег свободных, потому что они еще даже не были оформлены, как они имели статус Владимирского братства. И на таких же условиях я работала на Троице в Хохлах. Открыто, значит, давайте зайдем, я вам просто покажу эту дверь роскошную. Вот эта роскошная дверь со всеми ее первоначальными деталями. Здесь только ручка была утрачена, но по следам подобрали похожую. А вот те детали цветные, которые я вам показывала, вот они. Просто здесь была сразу же почти построена еще дополнительная перегородка, утепленный тамбур, чтобы вход в собор был теплый. И поэтому там сохранилось под этими зашивками, которые мы сняли, сохранилась подлинная цветная покраска этих всех деталей. Вот с той стороны должен быть также восстановлен вот этот вот, эта тяга, это фриз, но пока там работы никак не идут. Да, а это пристроенная в 30-е годы дополнительная пристройка, дополнительная галерея, потому что здесь была столовая МВД. А эту мы нашли остатки, вот видите, там подлинные, а это все восстановлено по остаткам. А там уже будет переход вот в эти самые корпуса келейные. И вот в келейных-то корпусах для меня самое интересное открылось. Я по историческим материалам вычислила, что там могут оставаться части построек первой половины XVIII века, первых таких каменных келий, которые могли там остаться. Эти корпуса надстроенные при этом безобразно. Их же вот только-только передали. Вот прошлой осенью, наконец, выехала МВД, и вот сейчас они пытаются освоить это. Задают вопрос, почему на соборе восстановлена круглая глава. Потому что изначально, вот ее фотография, она была круглая, а не восьмигранная. Но поскольку здесь вначале предполагалось, что она будет золоченой, а поскольку здесь в 1877 году началась война, и поэтому весь монастырь уже почти готовый был передан госпиталю, а потом надо было его снова ремонтировать, и денег не хватало, то эту главу уже не золотили. И я так понимаю, что получилось вот что. Уже заготовленный каркас круглой главы, его, поскольку обтягивали, скорее всего, кровельным железом, то
сами понимаете, выколотку по круглой части сделать гораздо труднее, чем подложить какие-то бабышечки и сделать восьмигранную главу. И поэтому, соответственно, на фотографиях начала 20 века, да даже в 80-х в альбоме Найденова она тоже, в общем, кажется восьмигранная, что уже когда восстанавливали к Олимпиаде, лишь бы как восстанавливали, то восстановили восьмигранную главку, но она была так безобразно сделана, что когда здесь работали по главе и по восстановлению обтяжки купола, работала бригада замечательных рабочих, которых оплачивал спонсор, то они обтянули ее медью круглой и все. И пока они ее обтягивали, мне задали такой вопрос, что вот очень странно, но то гнездо, куда нужно вставлять крест, немножко развернут по отношению к востоку. Может быть, всю главу как-то перевернуть слегка, чтобы точно было на восток. Я побоялась и решила, что я посмотрю с разных точек на нее. Так вот, собор стоит не точно по оси Хохловского переулка, а немножко в стороне. Но когда идешь по Хохловскому переулку, то крест смотрит на вас, фас. Точно. Так что, может быть, конечно, это ошибка какая-то уже в производстве, а может быть, небольшой замысел, чтобы со всех градостроительных точек крест смотрелся ровно так, как надо. А вот отсюда хорошо видна вот та галерея. Ох, да, да, да. Ну, не могут не разрешить, да, с точки зрения здравого смысла, не убрать вот эту советскую надстройку. Понимаете, у меня есть еще один аргумент. Вот если вы видите, верхний ярус кладки выполнен из шлакоблоков. Шлакоблоков, да. А у шлакоблоков вообще-то, это 50-го года надстройка, у шлакоблоков срок действия, срок их нормального существования 25-30 лет. Поэтому можно за это уцепиться. Но в принципе надо срочно делать, заказывать, до того, как выдадут денежки на проектирование, заказывать техническое заключение о состоянии конструкции. И, опираясь на него, вести там потом все работы. Но вот когда мы реставрировали вот эту самую колокольню западную, то пришлось договариваться, причем матушке Ануве удалось тогда наладить взаимоотношения даже с руководством этого университета, про что вы говорили? МВД. И поэтому разрешили часть кладки, примыкающей к колокольне, разобрать, для того, чтобы можно было отреставрировать вот этот вот парадный кусочек. Вот основание вот этого креста над святыми вратами, оно частично, эти профили нашлись опять же там под полом. Восстановление этого фасада по следам очень хорошо Ольга Андреевна решила. А сам крестик она нарисовала немножко другой, но потом нашлось вот это основание, и сам крестик, значит, вначале его решили, что, может быть, он был каменный. Ну, так фотография сделана вот непонятно. С той точки церкви Владимира в Старых Садах.
Но Дмитрий Павлович, проанализировав, опять таким же образом нанеся в компьютере эти линии всякие, проанализировал, понял, что сечение каменного креста, ну, никак не могло быть такое, он бы обломался просто. И поэтому, скорее всего, он был или чугунный, или вообще металлический, поэтому его восстановили вот в металле. Помогали восстанавливать немцы, которые сюда приезжали, студенты. А один из них немец из Казахстана. И он, даже закончив эту самую школу профессиональную в Берлине, приезжал сюда в свои отпуска, и здесь работал этот Роберт наш, любимый. И вот эти вот все красивые крестообразное вот это вот ограждение, которое там есть, это, ну, по крайней мере, наполовину его работа. И здесь работал еще замечательный у них мастер, ну, с ними обычно еще и мастер приезжал, штукатур. Тоже немец? Немец. Но это из той образовательное училище профессионального. Замечательный мужик, который не только обучал их делать, но все самые сложные детали выполнял сам. И он это сделал и на этой колокольне, и потом даже и на западной. То есть он уже приезжал только со штукатурами и выполнял эту работу. Вот меня все-таки не покидает вопрос, что имел в виду Быковский. Да? Его гений не мог, да, вот я понимаю, сколько разных мыслей было у него в голове. Мы вспомнили Санта-Мария-дель-Фьори и так далее, все понятно, но какая-то удивительная версия связывает Иоанна Притеченский с храмом Святого Владимира. Но все дело в том, что первоначальный-то собор был построен очень рано. И тогда еще стоял старый собор, который строил Оливис Новый, 1514 какой-то год, среди 11 храмов, которые были им построены в Москве. Да, здесь тоже две версии, совершенно противоречащие друг другу. Одна, что он был, да, в Черниговском переулке и потом перенесен сюда. Вы знаете что, эта версия, она есть, но есть такое понятие, что на старых планах, ну, я столкнулась с этим, скажем, в церкви Николов Пленников. Да. Там на старых планах монастырь церкви такой-то. Монастырь как именно земля. Земля, которая принадлежит этой церкви. А вот принадлежность земель церковных – это очень давняя история. И запутанная. И запутанная. Поэтому у Андрея Леонидовича Баталова в его публикации… Да, он опровергает совершенно. Он это опровергает, и, на мой взгляд, очень последовательно и аргументированно. А какой он будет через 50 лет? Я надеюсь, что тогда он будет в полной красоте, но к этому времени уже тоже придется вести реставрацию, уже проведенную, ну, реставрационный ремонт. И кому что вбредет в голову, мы не можем за это ручаться. У меня мечта одна, чтобы не было порушено или испорчено ни одного памятника архитектуры, чтобы все то, что в ней сохранилось еще в закрытом виде, чтобы рано или поздно было хотя бы фрагментарно проявлено. Знаете, когда я задавала вопросы даже профессионалам-реставраторам, какое количество в Москве памятников палатного строения 17 до середины 18 века, когда эти постройки можно было называть палатами, то мне даже профессионалы больше, чем 150 не называли. И
А когда я вот сделала этот список, то оказалось, что в Москве не менее 500, не менее 500. Только часть из них отреставрирована, небольшая, часть уже, слава богу, проявлена хотя бы фрагментарной реставрации, как вот на этой, как здесь. А часть, они еще скрыты где-то внутри, и их надо не потерять, самое главное, не потерять. Потому что на самом деле Москва сохранила гораздо больше старой архитектуры, чем мы это себе представляем.